Cool. All right. I've known that I've been coming to Russia for a while, and I'm very excited about it. И вы уже многие из вас знаете, то, что я еду в Россию скоро, и я очень-очень-очень возбужден и воодушевлен по этому поводу. And so recently, I've been using one of my X-Men capacities, which is asking for more information. И недавно я использовала одну из своих способностей X-мена, которая является запрашивание больше информации. And so, sorry, I'll go back a little bit. И да, прошу прощения, я чуть-чуть вернусь назад. So X-Men are what we refer to as the people who have been either labeled or undiagnosed ADD, ADHD, OCD, and autistic. И да, обычно людьми X мы называем людей, у которых есть какие-то диагностированные истории, такие как дефицит внимания, или же повышенная активность, или же аутизм. And it's the people that don't fit in this reality. It's the people that are different, that know there's something else possible. И это те люди, которые не помещаются в этой реальности и которые знают, что что-то еще возможно. If you're on this Zoom, I can pretty much guarantee you're different because the title was pretty wild. So. И да, если вы на этом зуме, я могу со стопроцентной уверенностью сказать, что вы точно отличаетесь от других, потому что название было слегка дикое. 2 thumbs up, you already qualify. И да, как говорится, как это по-русски называется, я не знаю, как бы плюс то, что да, вы уже квалифицированы. So back to what I was talking about before. I've been asking for information. И возвращаясь к тому, о чем я говорила раньше, я запрашивала информацию. And a series came up on Netflix about the Russian Tsar and Rasputin and the family of the Tsar. И на Netflix я увидел серию фильмов, как бы как сериал про царя российского и про Распутина, про его семью. So as I was thinking of a name for this telecall, I was watching that series and I thought, perfect. И так как я как раз размышляла над тем, как назвать этот Zoom, я смотрела этот сериал и такой, точно, идеально. Because Rasputin was one of those characters that just didn't fit in and just had these abilities that just didn't seem to match this reality. И да, потому что Распутин был одним из тех людей, который абсолютно точно не помещался в этой реальности и имел те способности и возможности, которые точно, опять же, выходили за рамки той реальности, когда он жил. And so he became revered for those abilities, but he also became persecuted for those abilities. И да, он был как бы популярен он стал популярен благодаря этим возможностям, но в том числе как бы его преследовали за эти возможности и как бы с ним, скажем так, расправились за эти возможности. And you would all probably know more than me being from Russia, but it seemed like he got himself into a situation where he was largely making the decisions that affected the whole country. И да, скорее всего, вы знаете намного больше о Распутине, чем я, потому что вы из России, но то, что я поняла из сериала, то, что он принимал те решения, которые оказали влияние на всю страну. Or at least influencing them a lot. Ну или как минимум он как бы влиял на эти решения в огромной степени, в большой степени. So I'd like to ask you guys, what capacity do you have to influence change in the world that you haven't been using and you haven't been acknowledging? И поэтому я хотела бы спросить вас, уважаемые посетители этого Zoom, какие способности и какие возможности есть у вас, с которыми вы можете изменить мир, которые вы еще не признали и которые вы еще не начали использовать. So everything that doesn't allow you to acknowledge that, we destroy and uncreate it all. И все, что вам не позволяет это признать, готовы раздать и уничтожить. Right, wrong, good and bad, POC and POD, all 9 shorts, boys and beyonds.
So if you haven't heard that clearing statement, if this is your first Zoom and you're new to Access, you can go to theclearingstatement.com and there's a video of an explanation of it in your language. И да, если вы впервые слышите об очищающем выражении, вообще как бы впервые в Access, вот именно пришли на этот Zoom и не знаете, что такое очищающее выражение, вы можете пойти по ссылке clearingstatement.com, и там есть видео, которое подробно объясняет, что это такое на русском языке в том числе. All you really need to know is it's wild, it's wacky, it's weird, but it works. И все, что вам нужно знать, что оно сумасшедшее, дикое, странное, но каким-то образом оно работает. And it's one of our favorite tools in Access Consciousness because it creates more ease. And in Access, we like all of life to come to us with ease, joy, and glory. И да, это одно из простейших и любимейших, скажем так, выражений-инструментов в Access, потому что одна из основных идей Access — то, что все в жизни приходит с легкостью, радостью и великолепием. So how many of you have been using your X-Men capacities that make you more aware than everyone else around you as a disadvantage rather than the advantage that will create more ease in your life? И как многие из вас используют свои уникальные способности X-мена, и, точнее, не то, что используют, а рассматривают их как какой-то недостаток в отношении того, что вы осознаны в отношении огромного количества людей вокруг вас, вместо того, чтобы использовать это как свой плюс и использовать как свое преимущество. So everything that is times a godzillion, we destroy and uncreate it all. И все это помножено на бакзиллион, рассоздайте и уничтожьте, пожалуйста. Right, wrong, good and bad, pock and pottle, nine shorts, boys and beyonds. So the other thing is, as I was saying, I've been asking for more information, and within like a day, I heard a radio program about something that was going on in Russia. И так как я уже сказала, что я запрашивал информацию, в другой день я услышал по радио какую-то программу, которая говорила про то, что происходит в России. And it's like that's one of our capacities as X-Men is to ask for the awareness of something and start to receive it from everywhere that we have allowed the universe to contribute to us. И это одна из способностей человека X. Когда мы запрашиваем что-то, то мы позволяем Вселенной быть вкладом для нас в любом формате, в любом способе. Да? Если он запрашивал информацию, то он готов был ее получить в любых форматах. So anywhere that you've decided that your awareness is too much and you've shut down the places that the universe can contribute to you, we destroy and uncreate all of that. И везде, где вы решили, что ваша осознанность слишком велика, и вы обрубили те места и те пространства, откуда вы получаете эту осознанность, все это помножено на бакзиллион. Рассмотрите, уничтожьте, пожалуйста. И я прошу посмотреть, у кого включен микрофон, выключите, пожалуйста, потому что потом на записи будут шумы. Благодарю. Right, wrong, good and bad, pock and pottle, nine shorts, boys and beyonds. Gary talks about X-Men as being the mutation of the species to a higher order, not a lesser order. Гэри говорил о Распутине как о человеке высшего порядка, не как о человеке низшего порядка. And what I've realized is that because so many of the capacities that X-Men have don't fit this reality, a lot of people with these capacities have made themselves wrong because nothing around the world makes sense to them. И да, история в том, что люди с возможностями, люди X имеют такое огромное количество возможностей, которые не вписываются в эту реальность, что им достаточно тяжело, как бы не зная, как с этим, скажем так, обращаться, жить с этим, и они делают из этого какие-то проблемы, да, и свое несоответствие с этим миром. And so what if it wasn't that this reality was wrong or that you were wrong for having different capacities? What if you have abilities to create a different reality that works better for you and everyone else?
А что, если бы эта реальность не была неправильной, и вы не были бы неправильными, имея эти способности Иксмена? А что, если бы вы могли создавать свою реальность с этими способностями? And I'm not sure if people are asking questions on the chat or if anyone would like to come off mute and ask questions, but you're welcome to. And I can't read Russian yet, so И Дасил говорит о том, что если есть какие-то вопросы в чате, то он просит меня их задавать, потому что он еще не читает по-русски. Вот. И если, например, люди хотят задать какой-то вопрос, они могут включить микрофон и выйти в эфир, а я их буду переводить. Rosie, say hi to your nice cat, cutie cat. Да, я передавала привет Розе, который только что мелькнул в экране. And yeah, we have a question in the chat. And if it's the time, I can ask it. If not, we can do it later. Yeah, go for it. И да, соответственно, вопрос в чате. Я чувствую энергию в руках и теле, когда провожу сессии баров, и знаю, что являюсь вкладом в клиента. Все остальное я пока не вижу, как можно раскрыть и можно ли открыть эту способность в себе. Это первый вопрос. И как объяснить Вселенной и клиентам, что я готова делить этой энергией, а раскрыть что в себе? Наташа, ты можешь выйти в эфир? So the thing is that the question is about... Могу, Марина, могу. Да, можешь, пожалуйста, уточнить, можно ли открыть эту способность в себе? Это какую? О какой способности идет речь? Видеть картинки. Видеть картинки чего? Кого? Ну, той энергии, которая там происходит во время сеанса, либо то, что происходит в клиенте. Ну и клиринговать его, наверное, которая вопрос. Признавать. Окей, поняла. Хорошо. Тогда можешь тогда, пожалуйста, пока выключить микрофон, пока я буду задавать вопрос потом с суммой. Супер, благодарю. So, the thing is that the lady asks that when she performs access bar sessions, she feels like a lot of energy in her hands, like, you know, like energy passing through her hands. And the question is how she can uncover more with it and start to see the energy that is passing through her hands, like, you know, like to acknowledge it. Cool. So the first thing there is exactly what you said, is to acknowledge that you are perceiving a whole lot more energy. И да, первая вещь, то, о чем ты сказала, это что важно признать то, что ты проводишь намного больше энергии. What you acknowledge can grow. What you don't acknowledge, you destroy. То, что ты признаешь, может расти. То, что ты не признаешь, ты разрушаешь. One thing I would say is be careful about like defining how you would like your awareness of energy to show up, because definition by definition alone is a limitation. И что я очень хотела бы отметить, как важное, пожалуйста, осторожнее с запросами того, чтобы определять то, как твоя энергия или как твое определение энергии будет проявляться, потому что как только ты запрашиваешь какое-то определение, ты очень сильно схлопываешь реальность и сужаешь те вероятности, которые могут проявиться. And this is a perfect example of what I was talking about before, because if you're asking for like an energy to turn up a certain way, you're not allowing all the other ways that the universe could contribute to you, seeing how that energy could expand and grow and be something greater. И да, это именно то, о чем я говорила ранее. Когда ты запрашиваешь проявиться энергию в определенном формате, в определенном виде, ты очень сильно обрубаешь все остальные вероятности и возможности, через которые Вселенная может это показать. И тем самым как бы все схлопывается до малейшего вот этого запроса, да, вот определенного типа энергии, вместо того, чтобы ты могла получать намного больше от всей, скажем так, Вселенной в любой форме, в любом виде. So ask, what else is possible here that I've never considered? And then POC and pod everything that you've decided it has to look like.
И первый момент — это спросить, что еще здесь возможно, что я не рассматривала, и подинпокнуть все, где ты решила, как это должно проявиться и как это должно выглядеть. And one thing I'd like to just add to that is if it feels like it goes away, it might not be that it's gone away, it might be that you're being it, which is very different when you're being an energy to it going away. И очень важный момент, который я хотела бы здесь уточнить, что когда, если ты почувствуешь, что как будто это ушло, вот этот объем энергии, скорее всего, ты уже стала этим объемом энергии, и и это ощущается совершенно по-другому, когда ты являешься чем-то, вместо того, чтобы пытаться определить что-то через какие-то определения, да, что у тебя там какая-то мощная энергия или еще что-то. Когда ты являешься этим, это совершенно по-другому ощущается. So how many energies have you all been aware of that you became and decided they'd gone away that Как you многие... now that you now can choose as a possibility? Как многие из вас стали той энергией, которую вы решили, что она ушла, потому что вы стали ощущать это по-другому, что это сейчас может быть вашей возможностью. So everything that doesn't allow that times a godzillion, we destroy and uncreate it all. Все, что этому не позволяет, помноженное на бактиллион, рассоздайте и уничтожьте, пожалуйста. It's not working on Marina at all. Это вообще не работает на Марине вообще. It's good. Yawn it out. Давай, зевай. Cool. Were there any other questions? А есть ли еще какие-то другие вопросы? Nope. Марин, у меня вопрос. Да. Всем привет. Hi. Hi. Марин, смотри, тогда... You have a dog too. Yeah. Да, у меня тоже. Тогда вот, когда мы становимся этой энергией, да, как не потерять эту легкость? Вот когда мы, например, прошли основы, да, к примеру, год назад, год назад, да, и я помню эти трансформации, да, там, как мы там летали, и все казалось волшебным, и вот это вот, мы пришли, а на почте нету народа, там, знаешь, какие-то вот эти мелкие, а сейчас мы такие, и чё, и, и все нормально, и ты уже как будто бы вкус теряешь, когда ты становишься этой энергией, ты, ты понимаешь, про что я говорю? Да, я просто думаю, как это сформулировать? Я поняла, о чем речь. Как ощутить вот эту вот радость и легкость, да? Тут ты вроде стал этой энергией, и как будто бы я иногда ощущаю и спрашиваю себя, а точно у меня это и есть, да? А точно я вот могу? Потому что, когда я сейчас обучаю людей, они приходят на бар, и они мне начинают писать там о тех волшебствах, которые происходят, знаешь, все такие они прям вдохновлены, их прет, почему меня тоже не прет? Вопрос, почему меня не прет? So the question is that Yulia passed 1 year ago foundation class, and it was so much more lightness in her world, in her life, in her reality. Like whenever she came, it was like no queues or something like this, and she was like, oh my gosh, it's so cool, it's so cool. And 1 year passed, and she comes somewhere and there is no queue, and she's like, okay, it's like normal for me already. And when she's like holding the classes, access bars classes, etc., and people so inspiring, like, oh my gosh, it's so much more lightness in my world after this, blah blah blah. And the question is like how not to lose this feeling of lightness in the world, like not to get used to it. Yeah, well, so that's what I was talking about, of when you become an energy, you can no longer feel it. So what you want to start asking for is what other energies are available that I can now choose to be. И это именно то, о чем я говорила, что когда вы становитесь энергией, вы перестаете это ощущать как что-то уникальное. И теперь вы можете задавать вопросы, а какие еще энергии здесь доступны, которые я могу исследовать. One thing about Access, one thing about the universe, and one thing about X-Men is there's always more.
И одна история, как бы основная история про Access, про X-менов, то, что всегда есть что-то большее. So if you get to a place where you feel like you've been going like this and then you're starting to go like that, this is when you need to ask for more and ask for more and ask for more. И если вы поднимались, потом в какой-то момент вы вышли на прямую, и вам кажется, что ничего не происходит, тогда вам нужно опять начать запрашивать больше. I have to say, I'm a little bit disappointed that I'm not coming to Russia in winter because I was really looking forward to wearing one of those furry hats. И да, я могу сказать, что я очень расстроена, что я не приезжаю в Россию зимой, потому что я планировал надеть одну из этих вот этих меховых шапок и прогуляться. So, like, you don't know yet, so Yeah. everything is possible. Yeah, I might have to just get one anyway and then bring it back to Australia and wear it when it's really bloody hot. И да, я говорила о том, что, слушай, как бы еще не вечер, еще неизвестно. Он сказал, да, я, скорее всего, однозначно куплю какую-нибудь меховую шапку и буду ходить в ней в Австралии, несмотря на то, что там очень жарко. Yeah. So what else would you guys like to know about? I know there's quite a lot of you on there, and yeah, any questions you have, now's your time. You got me. I have a hey. question. У нас есть еще один вопрос. Угу. Да, всем привет. Я хотела узнать, для кого больше это всего подходит класс. Как я услышала, можно я сейчас договорю, Марин? Да. Как я понимаю, что поскольку на людей вешают ярлыки, то люди чувствуют себя неправильными. Я тоже чувствую иногда себя неправильными по некоторым причинам и понимаю, что это как бы как раз мне тоже этот класс подходит. Правильно я думаю? So the question is for whom this class is, because a lot of people put tags on other people, so they feel themselves like not right, and Yelena also feels herself quite often not right, and she's not right, and will this class suits her, or is it will it be helpful for her to attend this class? Yes. Ответ да. Okay, so for me, when I first found the tools of access, for me, the thing that stuck out the most about it was that there was finally like a place where the energetic awareness that I had was acknowledged, but not only acknowledged, I was actually given tools and techniques and different ways of using it that I'd never had before. И да, для меня, когда я вообще пришел в ВАКС, когда я начал использовать эти инструменты, дали мне настолько больше простора, свободы, возможностей, которые я даже раньше не представляла, что они возможны. And as X-Men, we're aware of all of these different energies, and a lot of them are like really undefined and strange and weird. And as I said before, they don't fit this reality. And so what we do in the X-Men class is part of what we do is we start to look at those energies and we start to look at how we can use them to our advantage. И да, являясь X-менами, мы осознаны в отношении огромного количества энергий, которые могут казаться странными, которые не вписываются в эту реальность, которые мы не понимаем, как принимать, как применять, как использовать. И на классах про X-менов что мы делаем? Мы учимся тому, как взаимодействовать и как коммуницировать с этими энергиями, и как использовать их себе во благо и как свое преимущество. And when I first started talking to Gary Douglas about this, he said to me probably 8 or 9 times, "You're not wrong, you're not wrong, you're not wrong." И да, когда я впервые заговорила с Гэри об этом, возможно, я услышала 100 миллионов раз ответ, что типа «ты не прав, ты не прав, ты не прав». Because it's like, how many of you guys have made yourself wrong for being aware? И вопрос лишь в том, как многие из вас сделали себя неправильными в отношении того, что вы осознаны. So everything that is times a godzillion, we destroy and uncreate it all.
И все это помноженное на бэкзилион рассадайте и уничтожьте, пожалуйста. Right, wrong, good and bad, pock and pot, all nine shorts, boys and beyonds. Another thing that Gary has spoken about and that we speak about in X-Men a lot is that what you've considered is the most wrong about you is actually what is strong about you. So И да, то, что мы обсуждали с Гэри недавно, то, что вы рассматриваете как самую большую неправильность вас, это зачастую самая большая, как бы, ваша сила, ваше преимущество, самое крупное ваше преимущество. So some of what we'll be doing is like untwisting these places where we've made ourselves wrong and tied ourselves up, and we'll be pulling it apart. And then from there, we'll be actually looking at creating different possibilities with what you're aware of. И то, что мы делаем на этом классе, мы раскручиваем те моменты, где вы делаете себя неправильными, мы как бы снимаем эти оковы, скажем так, соотносим это друг перед другом, и вы начинаете это видеть, и вы получаете возможность использовать это по-другому. And this is where you're different. This is where you actually perceive, know, be and receive more than the average person. И это именно то, где вы другие, где вы знаете, получаете, принимаете больше, чем обычный человек. But because it doesn't fit with what everyone else is choosing, most of us have cut it off dynamically in order to fit in with everybody else. И да, только по причине того, что это не вмещается в реальность большинства людей, мы выбираем это срочно обрубить, чтобы быть как все. If fitting in is no longer working for you, if it's no longer like fun for you, this is something that's going to create something different. Если вот это впихивание больше не работает для вас, то вот этот класс — это именно тот класс, который создаст что-то другое, что-то новое. Was there any other questions, or was there something else on that? Были ли еще какие-то вопросы у тебя, Лен, с этим, либо это как бы все? Ну и у меня такой вопрос, это все-таки так очень связано, как я слышу, с энергией быть собой, что не стесняться быть собой и не делать это просто неправильным какие-то вещи. So, and as I hear it, it's very connected with the energy of being you. So it's like not to be ashamed of yourself and do what you want. Yeah, and it is, and like, you know, being you is one of the greatest gifts that you can give you, and being you as an X-Men, actually, Dr. Dane here did a taster of being you called Being You, Being an X-Men, and so that's something that's available in the shop if you're interested in more to check that out. It was a great class. I highly recommend it. И да, Сол говорит о том, что Дэйн Хир недавно проводил класс «Быть собой», X, как бы человек X «Быть собой», и он сейчас доступен в записи, и, собственно говоря, его можно приобрести на сайте, если кто-то хочет, да, это как бы очень близкие энергии, и это может быть даже более расширяющей историей. And Dane here is a great example of someone who is constantly using his X-Men capacities to his advantage when he's facilitating, when he's creating business, when he's just being him. И да, Дэйн Хир — это вообще прекрасный пример человека X, который использует его способности для того, чтобы фасилитировать, для того, чтобы создавать классы и вообще то, как он проживает свою жизнь. You'll often hear him say, I have ADD, ADHD, OCD, and autism all rolled into one. И это тот случай, когда он имеет все вот эти диагнозы сразу, и аутизм, и дефицит внимания, и гиперактивность, все в одном. And he's often referring to the place where he can't stay like on one topic, and he's receiving like information of all of these different worlds and putting them all together as best as he can. И да, он очень часто говорит о том, что он не может просто спокойно говорить про одну вещь, потому что он получает информацию со всей вообще окружающей действительности, реальности и миров, и он постоянно прыгает с темы на тему, потому что огромное количество информации постоянно находится вокруг него. So how many of you have
ADD, ADHD, OCD, and autism all rolled into one, and you've never acknowledged it. И как многие из вас имеют все эти истории в одно. Аутизм, дефицит внимания, гиперактивность, и что они еще это не признавали. Everything that is times a godzillion, we destroy and uncreate it all. И все это помноженное на бог-зелёный, создайте ничтожьте, пожалуйста. Right, wrong, good and bad, block and bottle, nine shorts, boys and beyonds. How many of you are so different and you don't want to know how different you actually are? И как многие из вас настолько другие, что вы даже не хотите знать, насколько вы другие. Apparently I love torturing Marina because every time we get on a call, she's like, damn it, this is not supposed to work on me. И я обожаю мучить Марину, потому что каждый раз, когда у нас проходят совместные звонки, она такая: ой, нет, что вы, это не работает, на мне это не работает для меня. Yeah. Not that she's an X-Men or anything. Не то, чтобы она была X-меном или что-то вот в этом роде. So what else, guys? What else would you like to ask? It's very funny because... Elena has her hand up. Oh, right. Thanks, Rosie. Go for it, Elena. That's okay. Where? Who? I don't know. Do I have to press it? Or I'm not sure how that works. Raised hands. Not sure I see. Are you on, Elena? Алина Юлдашбаева, вы с нами, вы можете выйти онлайн, включить микрофон. О, да, слышно. Ага. Да. Вот сейчас у меня такой вопрос родился, пока я слушала, по поводу вот X-Men, да, и вот по поводу времени. Вот я сталкиваюсь с тем, что я не умею управлять временем и все время не успеваю. Я понимаю, что это установка, что я не успеваю, и я эту установку уже, точку зрения, да, я постоянно с ней работаю, я ее разрушаю. Секунда. So the thing is that I will translate partly because it looks like the question is connecting with me, so it will be really hard to remember it in the whole way. So the thing is that the girl talking about managing the time because it looks like she's always in a hurry and she cannot manage the time to be on time. And продолжай. И вот я все время нахожусь в ситуации, когда я не успеваю. И все, что я планирую, даже я когда начинаю меньшее количество дел ставить, я все равно не успеваю. Я не понимаю, как... Да. And I'm trying to manage the time, to maintain the time. But the thing is that even if I cut my things that I have to do or need to do, I'm still on a hurry. I'm still, rushing, and it's still not enough time for all that. You are Russian, that's correct. И да, вы русские, поэтому все правильно. Это как бы игра слов, потому что Russian и rush означает быть как бы в спешке, а Russian... Oh, sorry, I couldn't help myself. I asked Dane at the SOP class, and he told me, of course, Marina, you're fucking Russian. What the fuck? Yeah. И да, я говорю о том, что на классе выбора возможностей я задала Дэйну такой же вопрос, он мне сказал то же самое, что типа вы русские, вы вечно куда-то бежите, и вам вечно что-то надо. Как все успевать? The other thing with that though is how fast are you actually, and how much of the not fitting into this time is you trying to slow yourself down in order to fit someone else's reality with time. И вопрос в том, что насколько ты вообще скоростная, насколько ты быстрая, что ты просто не вписываешься во временные рамки этой реальности, тебе приходится вообще невероятно замедлять себя, чтобы, в принципе, впихнуться в эту реальность, и чтобы быть хотя бы приблизительно как все. So how fast do you have to be moving and choosing and creating to be creating your time? И насколько быстро тебе нужно выбирать, создавать
чтобы быть на своей скорости, чтобы создавать это в своем темпе, в своем формате? Ну, у меня такое состояние, что я в двух реальностях. Одна реальность — это мои мысли, где я скоростная, а другая реальность — вот материальный мир. И вот эти две реальности, они никак не стыкуются. So the thing is that it looks like I have two realities. One is on my mind and it's super fast, like a rocket. And the second one is like physical reality where I'm super slow. So ask for that reality to catch up with the other one. Так запроси, чтобы эти реальности соединились. Here, kitty, 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 kitty. Come here, kitty, 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 kitty. И серии подойди, подойди, подойди. Класс, я об этом не Catch думала. up with me if you can. Поймай меня, если сможешь. Окей, I will try. Cool. And actually, that also brings up something like with X-Men, you can often be aware of like other people's bodies and stuff. So if any of you aren't familiar with the Access Consciousness body processes, get to a body class, get to an advanced body class, and run those puppies. И да, речь идет о том, что если вы знакомы как бы вообще с Access Consciousness, вы знакомы с телесными процессами из Access, то очень рекомендую пройти 3-дневный телесный класс, и тем более продвинутый телесный класс, и, как говорится, получить все эти процессы. И я не знаю, что означает выражение «запустить всех этих щенят», но это что-то супер прекрасное в отношении тела. I just said that I don't know what does it mean, run all these puppies. All right. Yeah. It just means do them a lot. Это означает то, что делайте, ну, как бы, очень часто получайте и делайте эти телесные процессы. Yeah. Consciousness includes everything, including your body. You got to bring it along for the ride. И да, осознанность включает все, особенно ваше тело, и вам нужно, как бы, взять его с собой в поездку, как бы, в приключения. А еще But вопрос. she'll probably never be able to do it anyway, so don't worry. Если никаких щеночков в это не будет включено, не переживай, как бы это все окей. That's called a wedge. Это называется wedge. Я потерялась. Все, мой мозг кончился. В общем, это называется wedge. Просто получайте энергетически. Так, в чем продолжение вопроса? The appropriate response is, fuck you, Sul, I will too. И правильный ответ типа «пошел нахер, Сул, я все равно это сделаю». Класс. А какой телесный процесс порекомендуете? Просто их много и... Cool, and which, like, maybe you can recommend some special body process, because there are a lot of body processes, so maybe you can recommend one, like special one? Yeah, there are no special body processes for X-Men. It's about asking your body. And when you go to a body class, Gary's figured out that even like we're so stupid and so controlling that you have to ask the other person to ask your body what process it would like. И да, история в том, что вы человек X, и вы, как бы, ваше тело уже знает, какой нужен ему процесс, просто спросите у него. И Гэри постоянно шутит на телесных продвинутых классах, что, господи, вы что, настолько тупые, что вы просите другое тело рассказать вам, что вашему телу нужно, ну, как бы, камон, что за хрень вообще происходит? Это же ваше тело, естественно, что вы, как бы, первые, кто знаете, что, как бы, необходимо вашему телу. I can't give them out on this Zoom, but go to a body process class or a 3-day body class and like really give your body the time to have the processes run and have someone else run them. Don't just run them on yourself. Get someone else to run them, and they work dynamically and they're amazing. And if you don't do it, you're an idiot. И Сул говорит о том, что нет никакого специфического суперпроцесса, просто обязательно, как бы, вы реально съездите на 3-дневный телесный класс, либо на продвинутый телесный класс, и просто именно получайте от кого-то процессы, потому что это совершенно другая история, когда вы пытаетесь запускать себе сами что-то, и когда вам запускает кто-то другой человек, и получаете их так много, как вообще можете, и он говорит, что если вы, типа, не будете это делать, то значит вы идиоты. И я, на самом деле, могу сказать, что я уже за полгода прошла 3 телесных класса, и это лучшее, что со мной случалось. Поэтому ни в коем случае это не выбирайте. Класс.
So I thought you guys wanted to talk about X-Men, but you want to ask me about everything else? И да, как бы... Ой, звуки. Вот то, что, ребята, вы здесь спрашиваете меня про X-менов, но вы также можете спросить про что угодно, если вам хочется. And actually we have... I'm sorry for being... we have a question in the chat. So about children. Like I have у меня вопрос про детей. Как помочь им с диагнозами СДВГ учиться в обычной школе, когда надо сидеть по полдня и делать что-то медленное, а им хочется бегать, прыгать, менять активности? So, talking about children, they have, especially children with синдром дефицита внимания, like when their child is too, like active and he or she cannot sit on one place, and they have to go to usual school, and they have to spend half a day sitting like on the table and listening to the teacher. And how can I help them to deal with it? Especially when they won't just run and jump and like just moving around. Yeah, so you make a deal with them in the morning. All right, you're going to go to school, and at school there are certain things that you're going to have to do. At break time, go wild, do as much exercise as you need, and after school, I'll take you to the park, I'll take you wherever you want to go, and you can go for it. But at school, if you're in class, this is what's required. И да, Сул говорит о том, чтобы договариваться с ними с утра, то, что послушай, сейчас ты идешь в школу, и как бы там есть определенные правила, там есть перемена, вот на перемене вообще стой на голове, делай, что хочешь, вообще сходи с ума, вот как бы прыгай, бегай, потом ты, значит, опять сидишь на уроках, после школы я прихожу с тобой, мы идем в парк или там на детскую площадку, или там куда-то там, где ты опять можешь стоять на голове, бегать, прыгать, носиться, и, собственно говоря, вот заключать с ними такие сделки, договариваться. Unfortunately, the school systems, most of them are not set up for dealing with stuff like this. And so it's like you've got to make them work as best that you can, and also be willing to look at some different options, because there are different things available where kids can spend more time outside. But the majority of schooling system is indoor education. И да, Сол говорит о том, что большинство, да, к сожалению, большинство школ нацелены на то, чтобы, да, просто обучать детей, чтобы они сидели на месте, и там не так много вариантов про различные активности, движения, прыгания, бегания, вот, но вы всегда можете искать варианты, и, собственно говоря, искать те варианты, которые подходят больше вашему ребенку, особенно если у него есть вот такие особенности с гиперактивностью, чтобы помочь ему легче, да, там, удобнее проходить через вот этот вот период обучения. И я точно знаю, что в Москве есть школы, я не помню, как они называются, но там вот, где дети делают, что хотят, с точки зрения, что они выбирают, чем заниматься. Я, если вспомню, потом напишу в чат, как это называется, просто не помню название сейчас системы. Монтессори? Монтессори, точно, Монтессори Kids. I just remember that we have a Montessori school, and it's really cool because actually it's designed for such kind of children, like kids who just too active and they can, like easily like teach, like learn something, and also, like jump, run, etc. And be willing to ask the kids as well, like, what is it that's going to work for you, and ask them to contribute to something showing up that's going to work for everyone. И да, не забывайте спрашивать своих детей, что для них будет вкладом, и также каким они могут быть вкладом для всех, что потом как бы проявится. One of my friends, Connor James Hill, who some of you might know, he's facilitating the foundation with me in a few weeks in St. Petersburg. И да, Сул говорит про своего прекрасного друга Конора Хилла. Многие из вас его уже знают. И он будет вместе с Сулом в Санкт-Петербурге с 1 по 6 августа. He was telling me about when he was in school in America, and that they would get there at 8:30, and then they would have half an hour break, and then they would finish at like 4:30.
И он мне говорил, что когда он был в Америке, он ходил в школу, куда нужно было приходить к 8:30, и потом у них был типа получасовой перерыв, и потом он уходил оттуда только в 4:30. And I said, how did you deal with it? I would go crazy. In Australia, we have like 2 breaks and we're outside all the time. So for me, I was always running around and, using a lot of energy while I was at school. И я такой ему сказала, да, охренеть не может того быть, потому что в Австралии у нас как минимум 2 больших перерыва, и мы постоянно проводим время на улице, и мы постоянно носимся и что-то делаем, как бы я бы просто не выжил, если бы я столько времени должен был проводить в школе. And he said he would sleep in class and then go wild when he got outside. И он сказал, что он тупо спал на классах, а потом просто сходил с ума, когда была перемена и когда был перерыв. So whatever the circumstances, do your best to make it work for you. И да, вне зависимости от окружающих обстоятельств, делайте все, что от вас зависит, чтобы как бы делать то, что работает, быть там, где само все работает на вас. Вот так. Марин, у меня вопрос. Yeah. Ага, у меня тут еще один вопрос назрел. Смотри, а как тогда бывает временами, что мы покупаемся на чужую реальность, да, там, реальность мужа, к примеру, там, семьи окружающей, да, и зависаем в ней, и мы понимаем, что мы там создаем, поддерживая там чужую реальность, да, в своей жизни. Как переключиться с легкостью, потому что у меня бывает, что я не могу долго выйти из этого состояния, что бы я ни делала, да, там, процессы, не знаю, там, клиринги. У меня бывает, что я прям зависаю в состоянии, когда ничего, да, it doesn't work for me. Вот. И есть ли еще какие-то там способы, как можно еще выйти из этого состояния с легкостью? Из состояния какого? Когда для тебя ничего не работает. Вот для всех все работает, а для тебя ничего не работает. So the thing is that Yulia is asking, when you're dealing with your family, with your husband, relatives, etc., sometimes you start to buy their realities at truth. And the question is, which instruments can she use to help herself when she feels like for everybody it works, but for her it doesn't work? Yeah, so this is one of the tools that works, dynamically for X-Men and all X-Men refuse is, who does it belong to? И вот этот инструмент, который отлично работает для людей X и для тех людей X, которые не признают, что они люди X, это инструмент, кому это принадлежит. Rosie's smiling because she knows what I'm talking about. А Рози улыбается, потому что знает, о чем я говорю. 99.9% of the thoughts, feelings, and emotions do not belong to you. 99.9% мыслей, чувств и эмоций не принадлежат вам. So, poke and pot everywhere that you've bought all of that as yours where it wasn't, and then ask, what could I choose? If I was truly choosing for me, what would I choose? И подпокните все эти эмоции, чувства, которые вам не принадлежат, и потом задайте вопрос, что бы я выбрал, если бы я выбирал это для себя. Вот про этот вопрос я забыла. Just precisely about this question, I forgot. Okay, for who does it belong to? Yep, like she used all other instruments, but about this she forgot. I know. It's so funny. You go to like an advanced access class and someone will be like, okay, so, oh my God, I've got this thing. And then Gary or Dane will be like, so is it yours? And they're like, oh my God, no, it's not mine. И Сул говорит, что это самый ржачный момент, когда люди приезжают на продвинутый телесный класс, они говорят, Гэри, вот у меня есть вот это и вот это. И Гэри или Дэн спрашивают, да, окей, кому это принадлежит? Они такие, о боже, это не мое, это не мое. The basic tools of access that you find in the foundation class, they apply throughout everything. И да, эти базовые инструменты, которые вы можете встретить на классе основ Access Consciousness, они реально применимы ко всему в вашей жизни.
So you guys have been amazing, and it's been fun, and I'm kind of getting the sense that we might be done. So just wanted to thank you all for coming on, and I'm going to be in St. Petersburg with my friend Connor Hill in a few weeks, and I'll be doing an X-Men introduction class during an evening class, and it'll be live streamed. So wherever you are around the world, you're welcome to join. And I can't wait to come to Mother Russia. И да, Сул говорил о том, что уже через пару недель он будет в Санкт-Петербурге с Конором Хиллом, и у них будет проходить целая серия прекрасных классов. Значит, скажу сначала про класс X-менов. Это вечерний класс, он будет с прямой трансляцией онлайн. Поэтому, где бы вы ни были на этом земном шаре, вы всегда сможете принять участие. Если вы в Санкт-Петербурге или где-то поблизости, обязательно приходите вживую, потому что это что-то фееричное. Вот, он будет 3 августа вечером. Кроме этого, будут еще классы. Будет класс основ поправь меня, Лена, с 3, 4, 5, 6, с 3 по 6. Вот, будет класс «Осознанная лошадь, осознанный наездник» 1 августа, и будет телесный класс 2 августа. Вот, поэтому как бы выбирайте. Со 2 по 5 основы. Со 2 по 5? Со 2 по 5 будут класс основ. Вот, и 3 вечером будет класс Иксмана, и Сул уже очень-очень-очень воодушевлен приездом в Россию, и очень ждет этого, и мы тоже... Марин, повтори еще раз, телесный будет класс? Лена, может быть, что-то изменилось. Телесный имелся в виду просто телесный однодневный, может быть. Однодневный телесный будет 6 числа, там 2 телесных процесса. Один будет восстановление оплодотворения, и второй — это клеточная память. Вот, да. То есть 6 августа будет 2 телесных процесса, а с 2 по 5, 2, 3, 4, 5 будет класс основ. И класс основ я очень рекомендую, просто очень-очень-очень. Я с Сулом и с Конором уже прошла столько всего, и с Конором основы проходила, и с Сулом и Конором было очень много книжных клубов, и это просто бомбические фасилитаторы, поэтому если вы думаете, пожалуйста, просто перестаньте об этом думать, просто приезжайте. Можно вопрос? Да. Наконец-то сформулировался. У меня такое ощущение, это не ощущение, что я в своей жизни довольно часто бросаю, на полпути. То есть меня что-то зажигает, я начинаю что-то делать, и в какой-то момент я сдуваюсь, мне это становится неинтересно, с какими-то идеями в бизнесе. То есть я их не довожу до конца, или вообще с какими-то мероприятиями. И как-то мне периодически это не нравится. Но что с этим сделать, так как у меня нет вот этого большего воодушевления, то такое ощущение, что я не получаю вот этот результат, к которому я шла. Угу. Окей, а вопрос в чем? Или что в этом правильного? So Елена finally, she said, finally I formulate my question. The thing is that a lot of things she started to do, but she stopped them in the middle. She just stopped being interested in them, and she just no matter what business project or something like this, and she just cut it off. And the question is how she can change it, because sometimes it was okay, sometimes she became frustrated about this because she always started something and never can finish it. So how she can change it, or maybe what right in this that she cannot perceive. My son's just come to give me a hug good night. Just 1 second. I'm gonna say good night. И мой сын просто подошел ко мне получить свое спокойной ночи, потому что Сул в Австралии, и у них там уже, как говорится, глубокая ночь. So I'm going to give you one piece of information, and then I'm going to say if you want to find out more, you have to come to my class. И да, я скажу тебе сейчас один кусочек информации, а потом я скажу, если ты хочешь получить больше, то тебе придется прийти на мой класс. How many of those things that you were creating and didn't finish were never yours in the first place? Как много из тех вещей, которые ты начинала создавать и выходила из них на середине, на самом деле не были твоими с самого начала?
And I'm going to leave you with that and say bye-bye. И сейчас самое время сказать пока-пока. I'm a bad man. Thank you all Я very плохой much. человек. И спасибо всем огромное. See you soon somewhere around the world. И до встречи где-то в мире скоро-скоро. Thank you, Sue. Bye. Thank you. Bye. Да. Thank you, everyone. Bye, Marina. Bye, Rosie.